Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы вместе с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целого Донецко-Приднепровского региона. А точнее, поговорим о том, что произошло с недвижимостью в начале видео города Запорожье, так как город Днепр я уже подобное видео выпускал. Но подытоживающие данные, что произошло в целом по региону, вы в этом видео также увидите. То есть мы и о колебательных процессах длиною в один месяц поговорим, и о тенденциях длиною в один год. Традиционно, подводя итоги с цифрами, сделаю, наверное, краткосрочные прогнозы записываю в марте, 15 марта сегодня, да, до конца марта, что будет происходить с недвижимостью в Донецко-Приднепровском регионе. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться в тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят два крупных областных города-центра. Город Днепр, город Запорожье. То есть по Днепру, еще раз, друзья, данные свежие. У нас период исследования, естественно, январь-февраль 2026 год. И отдельное видео я уже записывал. То есть больше внимания в начале видео уделим городу Запорожье. Итак, город Запорожье, значит, февраль 2026 год. Начнем с населения. Население 746 тысяч, друзья, это было довоенное население, достаточно крупный был город. Я просто, опять же, хорошо знаю, у нас там офис был, и я, в общем-то, часто был в этом городе. Сейчас население, я предполагаю, стало меньше, тысяч на 200, на 300, а может даже больше. То есть, ну, порядка 500 тысяч, наверное, все-таки есть. Кто с Запорожья, напишите, насколько визуально для вас больше людей, чем до войны, или меньше. Переходим к следующему показателю. Это количество предложений, которые я и компания Olymp Consulting зафиксировали на рынке жилой недвижимости. Естественно, мы это делаем с помощью программного обеспечения Olymp News, то есть мониторим все крупные интернет-порталы и сайты. Итак, говорим о жилой недвижимости. Это 10 900 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок было выставлено для продажи в городе Запорожье в феврале 2026 года, что почти на 1%, минус 0,9% меньше, чем в январе месяце. Друзья, ну это уже мы наблюдаем на протяжении где-то трех, в каких-то городах Запорожья это больше, чем 3 месяца. И это связано с нестабильным, в общем-то, с нестабильной ситуацией с электроэнергией. Мы знаем хорошо, что выносят энергетическую инфраструктуру. Естественно, у людей нет в розетке электричества, нет возможности выйти в интернет для того, чтобы, ну или не так, скажем, часто, да, почему? Потому что там графики отключения существуют. То есть люди стали меньше выставлять для продажи недвижимости, и это связано с вот этими отключениями электроэнергии. Но я предполагаю, что именно с этим связано, так как на протяжении почти всех 4 лет войны мы видели ситуацию, когда рынок недвижимости по предложениям увеличился, то есть было больше желающих, которые хотели продать эту недвижимость, чем желающих купить. А вот сейчас где-то порядка 3 месяцев, 4, мы видим ситуацию, когда все меньше и меньше объявлений попадают на электронные сайты, доски и так далее. Ну, я объяснил, чем это связано, я это предполагаю, что так оно и есть. Переходим к социальному жилью. Это вторичный рынок, друзья. Стоимость квадратного метра. Будем говорить, я в процентном соотношении буду говорить, а вы уже прочитаете стоимость квадратного метра. Итак, социальное жилье показывает снижение минус 0,23% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок показывают за месяц снижение минус 0,18%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем
ту же самую динамику снижения роста стоимости квадратного метра. Квартиры эконом-класса на первичном рынке подешевели минус 0,26%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел минус 0,15%. Итак, друзья, подводя итоги по целому городу, мы видим, что, в общем-то, по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам, видим динамику снижения стоимости квадратного метра. Давайте перейдем вниз, табличка, экселевские данные. Здесь подведем итоги, что произошло у нас в феврале месяце по целому региону, куда входят город Днепр и Запорожье. Смотрим, вот здесь красная черта, да, или красный шрифт. Это среднее арифметическое число. Как оно считается, вы прекрасно знаете. По региону это $487 за квадратный метр, что показало за месяц незначительную динамику снижения минус 0,31%. Индекс также отрицательный 0,997. Итак, мы видим, что в целом по региону за месяц это колебательные процессы, мы наблюдаем снижение стоимости квадратного метра. Переходим к более таким декомпозированным данным, то есть это обобщенные смотрели, а сейчас более подробные, так, наверное, да, тоже можно выразиться. Итак, социальное жилье, город Запорожье, вторичный рынок, карта в разрезе административных районов. Бросается в глаза, что наибольше всего подешевела недвижимость в заводском районе, минус 0,27%. Ну, друзья, кто живет в Запорожье, тот знает, чем отличается данный, так сказать, район, да, это, ну, экология плохая. Почему? Потому что достаточно много там всевозможных заводов там и прочее, прочее, да, и, естественно, это влияет на стоимость квадратного метра. И здесь наибольше всего подешевела за месяц недвижимость. Видим, что наименьше всего подешевела недвижимость в трех районах. Это у нас Вознесенский район, это Александровский район, минус 0,22%, и Шевченковский район, также минус 0,22%. Переходим к следующему слайду, друзья, и здесь мы поговорим, а что же произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении целого периода, это у нас 4 года войны. Давайте на примере класса социальное жилье подробно посмотрим на данный график, рисунок. Период исследования, напомню вам, война началась у нас в 2022 году, 24 февраля. В данном случае у нас поквартальное исследование. Видим, что март 2022 год – это $519 за квадратный метр. И медленно и уверенно на протяжении всего периода войны, а это 4 года уже, больше чем 4 года, мы видим, как снижается стоимость квадратного метра. И в феврале 2026 года она достигла $426 за квадратный метр. Также за 4 года показала динамику снижения. Вот смотрим здесь внизу. Экселевские данные на таблице, минус 17,92%. То есть на 18% стоимость социального жилья, друзья, снизилась. Ни больше, ни меньше. Но если взять в целом, то город Запорожье и, по-моему, город Сумы у нас лидирует по снижению стоимости. Там тоже порядка где-то 20% снижения за весь период войны стоимости квадратного метра класс социальное жилье. Переходим к следующему слайду. Здесь мы проговорим, что произошло также. Период исследования всего лишь 1 месяц. Эконом, комфорт, класс – это вторичный рынок. Видим, подешевел на 0,18%. И вы можете, друзья, посмотреть, что стоимость квадратного метра, в общем-то, отличается в зависимости от административного района или от локации недвижимости в том или ином административном районе. Также видим снижение, по-разному снижается, но динамика снижения присутствует по административным районам: вторичный рынок, эконом, комфорт, бизнес, класс. Следующий слайд посвящен первичному рынку, эконом-класс.
Также подешевела недвижимость минус 0,26%. Мне, кстати, друзья, часто задают вопрос, если вы обратите внимание на стоимость квадратного метра на первичном рынке, а это квартиры не сданные в эксплуатацию, это всего лишь инвестиционные какие-то проекты, да. И вот говорят, а какая же себестоимость квадратного метра, если буквально за копейки продает недвижимость? Друзья, посмотрите на карту, город Запорожье, вот он, видите, да? Вот линия фронта, она где-то порядка 10 километров, чуть может быть меньше, чуть больше, где-то в разных районах от города Запорожье. И, естественно, люди, которые, во-первых, там ничего не строится уже на протяжении 3 лет войны, там первичного рынка как такового нету. А вот эти квартиры недостроенные, понятно, что их уже люди хотят продать за что только возможно. Но я, к сожалению, предполагаю, что и даже за эти совершенно смешные деньги данные квартиры не будут проданы. Почему? Потому что, кто будет покупать недостроенную недвижимость в прифронтовом городе, куда, в принципе, уже прилетают со ствольной артиллерии снаряды. Я не говорю там про планирующие эти авиабомбы. Поэтому, друзья, вот такая вот грустная ситуация с первичным рынком города Запорожья. Следующий слайд. Это первичный рынок, комфорт бизнес-класс. Здесь также мы видим динамику снижения минус 0,15% в течение 1 месяца. Ну и переходя к тенденциям, это традиционный слайд длиною в 1 год. Период исследования, видим февраль 2025 год, на примере класса социальное жилье, это $442 за квадратный метр. И февраль 2026 год это $426 за квадратный метр, что в годовом измерении показало снижение 3,62%. Помните, за 4 года войны у нас там, по-моему, 19% снижения, да? Не, 18% за 4 года войны. И 3,5% снижения только лишь за прошедший 2025 год. Итак, мы также делаем, я и компания Olymp Consulting, для крупных украинских системных банков и иностранных банков, которые работают на территории Украины, готовим индексы по всему рынку недвижимости. Вот видим здесь индекс отрицательный 0,964. Давайте расскажу, что такое индекс. Во-первых, это макроэкономический показатель стоимости квадратного метра, или же, точнее, изменение стоимости во времени. Считается он достаточно просто, если у вас есть статистические данные. На примере социального жилья показываю. 426 делим на 442, получаем снижение в годовом измерении минус 3,62%. И, конечно же, отрицательный индекс 0,964. Друзья, немного саморекламы. Я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому вот эта наша синергия знаний, она достаточно очень хорошо помогает нашим контрагентам. Еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Для того, чтобы меня найти, можете в описании канала, YouTube канала, естественно, увидеть мой Viber телефончик, есть Киев-Старовский, есть кипрский телефон. Можете, так сказать, созвониться, можем списаться, как удобнее будет. Составим техническое задание, и вы будете раз в квартал, обычно мы делаем раз в квартал такие исследования, это я и компания Olymp Consulting, чтобы понимали, юрисдикция украинская, значит, раз в квартал будем делать вам исследования, где вся недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, вы будете видеть, что происходит с недвижимостью, как меняется ее стоимость. Или в сторону увеличения, как в Западной Украине, или в сторону снижения, как я показал на примере социального жилья в городе Запорожье.
Также можете поузнавать у своих коллег, кто такой Андрей Гусельников. Ничего плохого обо мне вы не узнаете. А лучше всего используйте искусственный интеллект. Сам был недавно приятно удивлен. Посмотрел, ну, естественно, наберите Гусельников Андрей Сергеевич, естественно, украинский расклад клавиатуры. И вы, в общем-то, увидите информацию, которая, могу подтвердить вам, соответствует. Буквально каждое слово написано обо мне. То есть, где учился, чем занимаюсь. И, ну, там, в общем, достаточно, не буду себя хвалить, но без этого что же никак нельзя. Поэтому там вполне достоверна, друзья, информация. Итак, с рекламой закончили, переходим к следующему слайду. И здесь мы, друзья, уже подводим итоги по целому региону. Донецкий Приднепровский регион, город. Смотрим внизу табличку, вот эту экселевскую. По карте мы уже проговорили. По Запорожью, город Днепр я записывал видео, повторяться не буду. А вот подводя итоги, мы на примере социального жилья посмотрим. Сравнивая февраль 2026 год, город Днепр, социальное жилье $548 за квадратный метр. В течение года, подумайте только, прифронтовой город показал нам динамику роста плюс 3%, округлим, да, до 3%. И это происходило, друзья, последние полгода. Именно полгода мы из какого-то перепугу увидели, как в городе Днепре начала расти стоимость квадратного метра, как, собственно, и в Одессе, и в городе Харькове, и в городе Киеве, то есть в больших городах, почти миллионниках. Город Запорожье, друзья, социальное жилье $426 за квадратный метр. И сравнивая февраль 2026 год с февралем 2025 год, видим, что снижение на 3,62%. В целом, друзья, видим, что за год ничего не произошло с недвижимостью, так как стоимость в городе Днепре выросла на 3%, а в городе Запорожье снизилась на 3%. То есть вот такая вот ситуация с долгосрочными процессами, которые я наблюдал на рынке. А теперь, друзья, давайте поговорим, останавливаю пока слайдов, поговорим о прогнозах. Прогнозах, ну, как я говорил, март месяц, он заканчивается. Сегодня 15 число. Но хочу напомнить вам, что город Днепр январь-февраль месяц уже показывал снижение стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Где-то по 0,5%, где-то больше, где-то меньше. Ну, в разных классах по-разному. Но это уже отрицательная динамика. Город Запорожье показывает на протяжении всего периода войны снижение стоимости квадратного метра. И мы видели в годовом измерении, это там 3,50, по-моему, или 62% снижения. Поэтому я почти не сомневаюсь, что мы наблюдаем, как по городу Днепру, начало вот новых тенденций, которые будут показывать только и только снижение стоимости квадратного метра. Скорее всего, за март месяц это будет порядка, наверное, 0,5%, может быть даже 1%. Ну и город Запорожье также будет показывать снижение стоимости порядка 0,5% в месяц. То есть, когда мы будем подводить март месяц 2026 год с мартом месяцем 2025 года, делать сравнительный анализ, мы увидим незначительное уже снижение. Динамика снижения будет порядка, наверное, 0,5%, а может даже 1%. Все будет зависеть, насколько близко будет двигаться фронт к Запорожью в том числе. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Пишите какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу адекватным людям. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, надеюсь и уверен, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Да, друзья, до встречи в следующих моих видео и не забудьте подписаться на мой канал.